Париж давно привык грабить туристов. Дорогущие бутики, отели по цене почки и мишленовский суп за ползарплаты. Забудьте, сегодня мы взломаем эту мажорную систему и проживем здесь по-королевски целый день всего за 100 евро. Всем привет! Говорят, Париж – это безумно дорого. И я решила проверить это на себе самым научным способом. Опять эти твои ютуберские штучки. Ну и зачем я тебе в этот раз сдалась? Мне нужна помощница для одного интересненького экспериментика. Задача простая. Каждая из нас должна прожить идеальный день в Париже, увидеть все, вкусно поесть и не разориться. Бюджет ровно 100 евро на все про все. Справишься? Серьезно? 100 евро в Париже с жильем, едой и проездом? Ну ладно, вызов принят. А чего это мы с тобой разглагольствуем на фоне Индийского океана? Ну, во-первых, тут просто красиво. А во-вторых, так, ты только не кипишуй. Мы еще так с тобой нателепортируемся по Парижу, что ты перестанешь удивляться. Ну что, погнали? Погнали! Для проживания я выбрала отель «Саблим» в черте города, но не так, чтобы прямо в центре, в 15-м округе Парижа. Моя логика проста. Я не хочу тратить драгоценное время в путешествии на долгую логистику. Стоимость за такой двухместный номер в моем случае составила порядка 100 евро. Если путешествуете с подругой, то на человека выйдет 50 евро. Давайте кратенько покажу вам рум-турчик. Маленькие номера в Париже – это не новость. Я думаю, все столкнулись с тем, что, как правило, здесь очень компактные квартиры и отели в том числе. Особенно, если ищем бюджетный вариант. Мой отель не исключение. Комнатка очень маленькая, но в ней все имеется. Сейчас я вам продемонстрирую. Имеется кровать, санузел. Такой небольшой, но достаточно стильненький. Тут имеется сейф и холодильник. Чашечки пополняют кофе и чай каждый день во время уборки. Много зеркал. И еще зеркал. Ванная комната. Душ. Телевизор. И у нас тут есть маленький балкончик с видом на башню. Да, кусочек, но все равно приятно. Вот и все. Маленькая такая компактная комнатка. Да, отель – это ровно половина моего бюджета на Париж. Но вид на башню прямо из окна – это нечто. Возможность выпить утренний кофе, глядя, как просыпается железная леди – это опыт, за который не жалко и переплатить. Отдавать полтинник просто за то, чтобы поспать? Ну уж нет. Экономный турист всегда смотрит шире. Отличные и безопасные варианты жилья можно найти в западных пригородах Парижа, например, Ла Дефанс, Пюто, Сюрен или Курбевуа. Это современные чистые районы всего в 15-20 минутах от Триумфальной арки. Или лучше и вовсе подобрать апартаменты в одном из окрестных городков, например, Версале. Комнатка на двоих обойдется вам порядка 60 евриков, а билет на электричку РЭР, которая довезет вас оттуда в центр Парижа, стоит те же 2,50, что и обычное метро. Так что можно значительно сэкономить, просто чуть раньше выходя из дома. К тому же, благодаря такому выбору, мое утро начинается не на фоне какой-то башенки, а по-настоящему, по-королевски. Мы идем гулять по самому комплексу Версаль.
Пока Париж стоит в пробках, я гуляю по аллеям, которые строил Андре Ленотр для Людовика XIV, которому на тот момент попросту надоело жить в центре Парижа, душа требовала королевского размаха. В XVIII веке Людовик решил превратить скромный охотничий домик своего отца в резиденцию, которая должна была показать всему миру величие и мощь французской монархии. Это был не просто очередной дворец, это был целый город, где жило и работало около 10 тысяч человек. Представляете? Вы только вдумайтесь, здесь 800 гектаров идеальной геометрии и более 200 тысяч деревьев. Масштаб такой, что в Большом канале король устраивал настоящие морские сражения флотилии, а зимой катался на коньках. И главное, вход в этот роскошный парк абсолютно бесплатный, если выбрать правильный день, когда не проводится шоу музыкальных фонтанов. Можно гулять по этим зеленым тропкам просто бесконечно. Глаз радует каждая деталь вокруг. Ну и, конечно, статуи. Их тут сотни. По сути, Версальский парк – это самый большой в мире музей скульптуры под открытым небом. Ирония в том, что строили все это на месте гнилого болота, и в 17 веке тут стояла жуткая вонь. Зато сегодня здесь пахнет только свежестью и величием, и все это совершенно бесплатно. Согласитесь, неплохая компенсация за то, что мы живем не в центре Парижа. Версаль впечатляет, спорить не буду. Но чтобы найти королевский размах, абсолютно не обязательно было тащиться в какое-то село. По сути, твой роскошный Версаль всего лишь жалкая копия. Свою разминку перед созданием этого гиганта великий Людовик XIV проводил как раз-таки в Париже. Именно там, наводя порядок в старой королевской резиденции, он оттачивал стиль идеальной симметрии, который позже применил в Версале. В самом сердце Парижа я отправляюсь в Люксембургский сад, старую королевскую резиденцию, которую король Людовик открыл широкой публике после того, как перебрался в свою загородную резиденцию. Здесь та же атмосфера величия, статуя королев и знаменитые зеленые стульчики, и даже настоящая статуя свободы. Оригинал, прошу заметить, а не та жалкая копия, которая ныне возвышается за океаном. И все это в пешей доступности в черте города. И еще одна леди свобода. Одну я уже вам показывала в Милане, вторая в Париже. Ну, а теперь пора, наверное, в Нью-Йорк. В общем, Люксембургский сад ничем не хуже вашего Версаля. И причем этот парк бесплатный в любой день недели, а не только когда выключают фонтанчики. Это не просто парк, это атмосфера старого Парижа. Здесь Королевский дворец, где когда-то жила Мария Медичи. Легендарные зеленые стулья. Их можно таскать куда угодно, и парижане это обожают. А фонтан с корабликами. Да-да, дети до сих пор запускают их, как и 100 лет назад. И, конечно же, великолепный сад, по которому не устаешь гулять часами. Ладно, парки парками, но нужно бы найти, откуда и на Эйфелеву башню полюбоваться. Как-никак символ Парижа и самая узнаваемая достопримечательность на планете. Я нашла идеальную точку в 7 округе. Кафе «Le Recrutement». Тут и на башне можно полюбоваться, и кофейком заправиться. А то 11 утра – время для настоящего французского кофе. Рекомендую обратить внимание на это кафе. Проверено лично, и одно из главных преимуществ – это… Посмотрите, какой вид! И если локация покажется вам знакомой, это неспроста. Вид на башню отсюда считается каноничным, а потому присутствует во всех путеводителях по Парижу. Обычно здесь платят за атмосферу. Если вы сядете за столик, чашка эспрессо обойдется в 5 евро. Но если воспользоваться старым проверенным правилом парижан «au comptoir»,
то есть у барной стойки, цена падает ровно в 2 раза, порядка 2 евро. Тот же вкус, тот же интерьер, та же башня в открытой двери, но без переплаты за посидеть. А для красивой фоточки можно и аккуратно приземлиться на секунду за свободный столик. В прекрасном Париже подобное практикуется повсеместно. Кофе за 2 евро? Это ты, конечно, интересно придумала. Но зачем вообще платить за вид, если город дарит его даром? Например, на Авеню де Комуэнс. Это место словно создано для тех, кто ищет инстаграмный Париж, без толпы в кадре. И очередной лайфхак. Если хотите уникальный кадр, захватите сюда кофе, круассан, получится настоящая открытка из Парижа. И поверьте, друзья, Авеню де Комуэнс станет вашей маленькой находкой, о которой захочется рассказать друзьям уже дома. Один из самых элегантных ракурсов в городе, и он стоит ровно 0 евро. Пока кто-то ищет свободный столик, я получаю эксклюзивную фотосессию. Сделав идеальные кадры, я решила прогуляться вдоль главной артерии города – Сены. Гуляя вдоль набережных, вы не можете не заметить подобную шкалу. Они расположены вдоль набережной для того, чтобы ориентироваться, насколько высоко может подниматься вода во время наводнений. А вот та высокая отметочка, 1910 год, этот год Париж запомнил на очень долго. Именно в этом году было великое наводнение, которое затопило город, который стал полностью парализован. Подвалы, метро, все было затоплено. Тяжелое время для Парижа. По улицам передвигались на лодках, как в Венеции. Только не думайте, что это было какое-то красивое зрелище. Сена веками считалась крайне грязной рекой. Нечистоты, водоросли, запах в те века, говорят, стоял просто адский. Зато река сейчас переживает второе рождение. К Олимпиаде 2024 года ее наконец-то почистили. Потратили на это, правда, кучу миллиардов евро. Раньше купаться здесь было строго запрещено, целое столетие, но парижане – народ скептический, и просто так поверить в то, что грязная река вдруг стала кристально чистой, они отказались. Нужны были железные, или, точнее сказать, мокрые доказательства. И тут началось самое веселое. Мэр Парижа Ан Идальго пообещала лично искупаться в Сене, чтобы доказать – вода теперь чистая. Президент Макрон тоже намекал, что не прочь освежиться, а премьер-министр заявил, что уже выбирает лавки. В итоге у парижан даже появилась новая национальная забава – спорить, кто первым решится нырнуть за родину. Мэр таки искупалась, а вот Макрон, похоже, отморозился. Впрочем, его можно понять – вода холодная, камеры со всех сторон и вообще – разочаровывать парижанок – это, пожалуй, даже опаснее, чем самые жестокие политические дебаты. И я, конечно, плавать здесь не рискну, но посидеть на каменной набережной, свесив ноги к воде, теперь гораздо приятнее. И все же долго посидеть в полуденный зной на берегу у вас вряд ли получится. Где бы нам можно было спрятаться от парижского солнышка недалеко от Сены? О, придумала! На речке же есть очень интересный и симпатичный островок Сите. И вот она, главная новость для всех путешественников. Его главная жемчужина Нотр-Дам-де-Пари снова открыт. После страшного пожара и долгих лет тишины собор наконец-то распахнул свои двери для всех желающих. Удивительно, но вход в самый величественный собор Франции абсолютно бесплатный, но попасть в него можно 2 способами. Либо же забронировав конкретное время на вход и без очереди, либо отстояв всю вот эту вереницу из людей. А если вы прибудете к открытию, то очередь будет значительно меньше. Так что вот он вам лайфхак. Внутри величие готики и невероятная игра света. Главное сокровище, которое удалось спасти от огня, это легендарные витражные розы, которые теперь сияют еще ярче. Солнечные лучи, проходя сквозь цветное стекло, раскрашивают стены собора в глубокие синие и алые тона, создавая ощущение чего-то неземного.
Среди восстановленных интерьеров вновь заняли свои места старинные статуи и монументальные полотна, а запах свежего дерева и камня смешиваются здесь с ароматом вековой истории. Это место буквально пропитано торжественностью, от которой перехватывает дыхание. Пока моя шумная половинка меня штурмует главный вход собора, жарясь на солнышке, я решила изучить окрестности Нотр-Дама и найти лучший ракурс на этот величественный собор снаружи. И далеко ходить не пришлось. Прямо перед фасадом раскинулась огромная площадь – Парвии. На ней пару лет тому возвели интересную деревянную платформу для того, чтобы все желающие, независимо от вероисповедания, наличия хвоста или перьев, могли спокойно любоваться собором. Но она настолько полюбилась горожанам, что, похоже, ее здесь сохранят еще на очень долго. Конечно, камера не передает все великолепие и размеры строения, поэтому для понимания масштаба приведу весьма весомый аргумент. Один лишь колокол «Эммануэль», установленный внутри, весит более 13 тонн. Звонил он, кстати, во время самых значимых событий Франции, включая освобождение Парижа от нацистов в 1944 году. А прямо перед входом в собор ищите Point Zero – нулевой километр Франции, небольшая бронзовая звезда в брусчатке. Французский нулевой километр – это символическое сердце Парижа, отправная точка всех дорог страны. Скромный на вид, но полное значение эта точка у собора Нотр-Дам хранит в себе дыхание истории и зов путешествий. Здесь пересекаются прошлое и мечты, поэтому пройти мимо просто невозможно. Говорят, если встать на него, то обязательно вернешься в Париж. Мое желание на сегодня проще – середине дня, а я хочу вернуться к еде, потому что умираю с голоду. Но, как назло, то самое классное заведение, которое вы себе наметили в путешествии, вряд ли будет находиться где-то рядом за углом. Париж огромный, и постоянно бегать на своих двоих никаких ног не хватит. К счастью, общественный транспорт здесь отличный. Главные звезды – это метро и автобусы, и они ходят как часы. Очень удобно, на всех остановках имеется электронное табло. Вы можете подойти и знать точно, сколько времени осталось до прибытия вашего рейса. Цены вполне гуманные. Автобус обойдется вам в 2 евро, а поездка на метро – около 2,5. Причем с недавних пор парижане шагнули в будущее. Стоять в очередях к автоматам больше не нужно. Все билеты можно купить онлайн прямо в официальном приложении. Из минусов обращу ваше внимание на то, что под землей у туриста фактически не будет интернета. До Wi-Fi в Париже не додумались, а мобильная связь в роуминге работает крайне плохо. Приложение типа запускается, но оплата почему-то не всегда проходит. По факту я бывала по 20 минут гневно тыкала в смартфон, чтобы просто купить билеты. Стоишь как дурак у перрона. Вроде приложение есть, а билет оплатить не можешь. В общем, мой совет – пополняйте эту виртуальную карточку заранее, иначе, спустившись под землю, вас может ждать неприятный сюрприз. Почему нельзя было сделать просто и понятную оплату PayPass, как в том же Милане? Для меня загадка. Поэтому, если вы боитесь остаться без связи или путешествуете большой компанией, можете также воспользоваться такси. Uber и Bolt в Париже работают прекрасно, и если разделить стоимость поездки на всех, часто это выходит даже дешевле метро, зато с комфортом и зарядкой для телефона. Так, спасибо, Машенька, за советы. Пожалуй, я ими даже воспользуюсь для перемещения к месту моей обеденной трапезы. Мы приехали к дверям легендарного Буйон Шартье Монпарнас. И если вы видите очередь на входе, не пугайтесь. Для Буйона это знак качества, часть ритуала, который длится уже более 100 лет. Очередь двигается быстро, так что стоим. Вообще, почему именно бульоны? Название это, кстати, было выбрано не случайно. Однажды один предприимчивый мясник в Париже придумал подавать рабочим сытный мясной бульон вместе с простыми, но вкусными блюдами.
Формат быстро прижился. Огромные залы, демократичные цены, кухня без изысков, но чистая и понятная каждому. Со временем гульоны стали чем-то вроде народных столовых, куда заходили и студенты, и служащие, и интеллигенция. Сегодня же эти рестораны – настоящий гастрономический музей, где за пару евро можно попробовать классику французской гастрономии и почувствовать ту самую атмосферу старого Парижа. Вы только посмотрите на этот интерьер. Мы словно попали в декорации к фильму о прекрасной эпохе. Витражные потолки, старинные зеркала, деревянная резьба в стиле ар-нуво. Это не какая-то там столовая. Это настоящий музей, где вдобавок можно еще и пообедать. Главная фишка этого места – это официанты. Они не используют блокноты. Ваш заказ записывают прямо на столе, на бумажной скатерти. Никаких чеков, никаких терминалов, никаких сложных подсчетов. Просто ручка, скатерть. Но мы здесь не только ради эстетики, но и ради еды. Меню тут не меняется десятилетиями, и цены в нем вполне бюджетные. А начнем мы с самого знаменитого парижского аперитива. Это белое вино с ликером из черной смородины. Cheers! Речь идет о знаменитом коктейле «Кир». В Шартье он стоит всего 2,70. Это, пожалуй, самый дешевый билет в красивую парижскую жизнь. Пока мы наслаждаемся этим аперитивом и пропитываемся духом столетнего ресторана, обслуживание идет своим чередом. Хочу отметить, что еду, которую заказывали, приносят крайне быстро. То есть пока нам несут основное блюдо, закуски уже поданы, чтобы мы тут не скучали. И вот не успели мы оглянуться, как на столе появляется одно из самых знаковых мясных блюд Франции, аромат которого просто сбивает с ног. Ну что, друзья, попробуем классику «Утиная конфия». Ох, какая корочка, а внутри настолько нежное мясо. Прям гастрономический Париж без всякого пафоса. Поверьте, очень нежное мясо, хрустящая корочка, не просто распадающаяся на волокна лупешка. Это очень вкусно. Кажется невероятным, что такая нежность достигается простейшим способом, придуманным столетия назад. Знаете, само слово «конфит» произошло от французского «конфье» – «сохранять». Все дело в том, что в эпоху до изобретения холодильников продукты не могли так долго сберегаться, как сейчас. Поэтому утку готовили просто в собственном жире, чтобы сэкономить и продлить срок хранения. Со временем этот способ эволюционировал и превратился в настоящее искусство высокой кухни. Вот так. Какая-то экономия, а сегодня это одно из самых аутентичных блюд, которые стоит попробовать во Франции. И когда кажется, что лучше уже быть не может, на столе появляется финальный аккорд нашего обеда. Ну а в завершении классический французский десерт. Это сыр. Подается, как правило, либо с сахаром, либо с медом. Классический свежий сыр. Все гениально просто. Готовят в бульоне по-простому, но очень вкусно, прямо как у французской бабушки. А в качестве бесплатного бонуса вы получаете душевную компанию. Свободных мест в зале не бывает никогда, так что к вам за стол наверняка подсадят парочку общительных парижан. В итоге весь этот праздник жизни с аперитивом, сытным, горячим и десертом обошелся нам всего в 17 евро с хвостиком. Найти такие цены в историческом интерьере 19 века – настоящая удача для Парижа. Стоять в очереди за какой-то уточкой и обедать в компании незнакомых людей? В Париже? Ну уж нет. Я снова включаю режим королевы. Зачем душный зал с толпами народа, если есть королевский сад Тюильри, где можно устроить настоящий пикник с прекрасным видом? Все, что вам нужно, это расстелить плед, достать всю эту вкусноту и наслаждаться моментом, болтая и смеясь с друзьями.
Эх, как же это по-французски загорать на лужайке, попивая винишко в самом центре города, прямо напротив Лувра. Багет, сыр бри, ветчина из супермаркета обойдутся вам порядка 6 евро. А вид на Лувр и прекрасный зеленый газон вы получаете абсолютно бесплатно. Кстати, не думайте, что пикник – это только сухой багет и нарезка. Парижские супермаркеты – это настоящий чит-код для бюджетного туриста. В Париже очень популярная готовая еда. Она размещена в магазинах на подогреваемых платформах. Почти в каждом маркете есть такие горячие полки, где хранится свежеприготовленный и уже теплый ассортимент. И это я не только про круассаны. Вы можете взять целую курицу-гриль, горячую пиццу, рис с овощами или даже азиатскую лапшу. Это полноценный горячий обед, который не нужно ни греть, ни ждать. Просто Берешь себе любой ассортимент и вперед на газон к башне. или на любую из прекрасных смотровых Парижа. Буквально пару минут, и у вас готов отличный перекус с лучшим видом в мире. И еще один совет. Парижский супермаркет – это еще лучшая сувенирная лавка. Серьезно, забудьте про магнитики и китайские брелоки. Лучший подарок из Франции – это то, что можно съесть или выпить. Настоящий пахучий камамбер или бри здесь стоят смешные 2-3 евро за головку, а бутылку приличного вина можно найти за 3-4 евро. В дьюти-фри или туристических лавках с вас сдерут за то же самое в 3 раза больше, так что смело закупайтесь и пакуйте сразу в чемодан. Ну а после вкусного обеда я решила подняться над всей этой парижской суетой в одно укромное, не очень популярное и, самое главное, совершенно бесплатное местечко, откуда можно полюбоваться на весь исторический центр Парижа – Институт арабского мира. А здесь есть бесплатная смотровая площадка. С видом на Нотр-Дам. Конечно, когда закончится реставрация, вид будет потрясающий. Вид на спину Нотр-Дама – это развлечение скорее для эстетов. Я же хочу взглянуть на Париж свысока, с масштабом и блеском. Поэтому я отправилась в галерею Лафайет на ее легендарную крышу. А это прям буквально Париж у моих ног. Но крыша – это еще не все. Внутри этого роскошного торгового комплекса под знаменитым куполом есть элегантный стеклянный мостик. Уже представили, какие красивенные фоточки вы сможете сделать на той потрясающей фотозоне? А хотите, порадую вас еще больше? Вся прелесть в том, что удовольствие это совершенно бесплатное. Регистрируйтесь на специальном сайте, выстаивайте небольшую очередь, и 5 минут дефиле по прозрачному подиуму вам гарантированы. Кадры будут просто бомбические, можете мне поверить. После прогулки по парижским крышам ноги постепенно начинают гудеть. Нужен привал. Я нашла тишину в очень атмосферном и высокодуховном месте – колледж бернардинцев. Готические своды 13 века, лаконичная эстетика и небольшое, но уютное кафе с классическими вкусняшками. Кофе 2 евро, а атмосфера как в романе Умберто Эко. Кофе в таком месте минимум в 2 раза. Нет, в 3 раза вкуснее.
А я выбрала место, где Париж превращается в настоящую восточную сказку. Великая мечеть Парижа, внутренний дворик с мозаикой, шум фонтана и воробьи, которые воруют крошки. Мятный чай здесь стоит тоже пару евро, а спокойствие бесценно. Ну а после религиозного чаепития самое время заняться поэзией, и я отправляюсь прикоснуться к классикам в легендарный магазин «Шекспир и компания». Это место – легенда Парижа. Когда-то здесь собирались Хемингуэй, Джойс, Фицджеральд и другие писатели потерянного поколения. Сегодня лавка по-прежнему хранит атмосферу литературного клуба. Узкие проходы между полками, скрип половиц, запах старой бумаги и кофе. Я толкнула тяжелую дверь, надеясь снять для вас эту магию изнутри, но меня ждал строгий запрет. Внутри снимать, к сожалению, нельзя, поэтому вам придется поверить мне на слово. Этот маленький магазин в реальности целый мир. Здесь можно потеряться на час, перелистывая старые книги, а потом выйти в небольшое кафе рядом и продолжить беседу о жизни за чашечкой капучино. Книги в Шекспире, конечно, стоят недешево, но уходить отсюда с пустыми руками совсем не хочется. Если полноценный фолиант в бюджет не вписывается, а привезти частичку литературного Парижа все же нужно, есть отличный вариант – фирменная винтажная закладка. Стоит такой сувенир всего около 2 евро, зато каждый раз, открывая книгу дома, вы будете возвращаться в атмосферу этого легендарного места. А я нашла место, где не только можно посмотреть на книжечки, но и купить что-то посерьезнее закладки. Ну что, друзья, а теперь я покажу вам настоящий секретный уголок Парижа, который до сих пор хранит в себе дух 19 века. Мы находимся у входа в галерею Вивьен. Вход бесплатный, и это отличный лайфхак. Если вдруг пошел дождь, вы прячетесь в галерее и заодно получаете красивые кадры. Здесь посреди мозаик и стекла легко подобрать себе какой-то сувенир или даже заняться полноценным шопингом. Если бюджет, как и у меня, ограничен, то сможете хотя бы обзавестись магнитиком на память. За разглядыванием витрин и роскошных интерьеров время пролетает совершенно незаметно. Не успеете вы оглянуться, как за окнами начнут сгущаться сумерки и наступит вечер. Небо начинает окрашиваться в розовые цвета, и все дороги по классике поведут туристов к Эйфелевой башне. Большинство, чтобы полюбоваться железной леди в закатных красках, едут в Трокадеро. Исторически Трокадеро появился к Всемирной выставке 1937 года, и с тех пор место стало культовым для всех, кто хочет увезти домой тот самый кадр с Парижа. Утром здесь почти пусто, а вечером собираются толпы, чтобы смотреть, как башня загорается огнями. Красиво? Да, но, как по мне, слишком людно. Поэтому я выбрала другую высоту – холм Монмартр, где расположена легендарная базилика Сакрé-Кёр. Архитектор вдохновлялся римско-византийским стилем, поэтому она так отличается от уже знакомого нам готического Нотр-Дама. Правда, я здесь не только ради архитектуры. Лично для меня главная магия Сакрé-Кёр – это вид с ее ступенек. Это одна из лучших и самых высоких точек для обзора Парижа. Здесь всегда царит невероятная атмосфера. Кто-то сидит с бутылочкой вина, кто-то слушает уличных музыкантов, а кто-то просто молча смотрит на закат над крышами города. Обязательно посидите здесь, хоть немножечко. Это тот самый момент, когда понимаешь, почему Париж называют городом любви. Вообще, Монмартр – это шкатулка с секретами, и Сакрé-Кёр – только верхушка айсберга. Здесь рядом легендарная площадь Терт, где художники рисуют портреты прохожих, сохраняя богемный дух времен Пикассо.
Фанаты мультиков найдут здесь пекарню Борис Люме, ту самую, где живет Маринет из «Леди Баг». Внизу, в сквере, спряталась стена любви, где заветное «Я тебя люблю» написано на 250 языках мира. Ну а у подножья холма крутит свои лопасти самая известная мельница планеты – кабаре Мулен Руж. Кстати, красная мельница – это не какая-то вам декорация. Это огромный комплекс. За историческим фасадом прячется модное клубное пространство и уютное кафе-терраса на крыше, где жизнь кипит в ритме современной музыки. И вот вам небольшой лайфхак. Попасть туда проще, чем на само шоу Мулен Руж. И стоит это дешевле. Заход в кафе бесплатный, а на шоу минимум 100 евро. Так что, если вы хотите сказать друзьям «я был в красной мельнице», но не планируете тратить состояние на билеты, это отличный компромисс. Про Монмарт можно рассказывать часами, но это контент для большого видео и любознательного туриста. А пока давайте поговорим о том, с чем здесь сталкивается каждый и о чем гиды часто помалкивают. Карманники и мошенники. Лестница к собору – их любимое рабочее место. Самая популярная схема там – ниточка дружбы. К вам подбегают улыбчивые парни и пытаются повязать цветную веревочку на запястье. Не давайтесь. Как только узел затянется, с вас начнут агрессивно требовать деньги за подарок. Ну и во время уличных концертов тоже держите ухо востро. Красивая и громкая музыка может солидно отвлечь ваше внимание. Просто будьте бдительны и присматривайте за своими вещами, чтобы впечатления от уличного концерта не были испорчены досадной пропажей. Безопасность прежде всего. Оставив позади богемный, но такой противоречивый Монмарт, я отправляюсь в самое сердце города. От уличных приключений к мировым шедеврам. Главный пункт моей программы впереди – Лувр. И его вам точно стоит посетить. Во-первых, там настолько красивая коллекция, что просто разбегаются глаза от разнообразия. Во-вторых, билет в главный музей планеты стоит весьма некосмических денег – 22 евро. Хотя многие и отказываются от музея ради экономии. Но не я и не в этот раз. В-третьих, мало кто знает, но на самом деле попасть в Лувр можно и вовсе совершенно бесплатно. И есть такая хорошая традиция европейских музеев – один день в месяц дарить туристам бесплатное посещение. В Лувре это первая пятница каждого месяца с 18:00 до 21:45, кроме июля и августа, а также в день взятия Бастилии. Правда, попасть внутрь – это лишь начало квеста. Лувр настолько огромен, что обычная прогулка здесь превращается в настоящий марафон на выносливость. Попытаться обойти все сразу – безумие. Поэтому я решила начать с самых древних тайн и сразу отправилась в египетский зал. Статуи, саркофаги, манускрипты, иероглифы – здесь чувствуешь вечность буквально кожей. Чуть дальше – зал античности, который буквально заполнен всевозможными старинными статуями, само собой, как правило, обнаженными. Разговоров-то было... Жемчужина зала – Венера Милосская. Удивительно, но отсутствие рук делает ее только совершеннее. Она уже 200 лет остается главной загадкой Лувра. Мир до сих пор спорит, что же она ими делала – держала яблоко или просто прижимала свои одежды. Но именно эта недосказанность в сочетании с идеальными пропорциями делает ее образ по-настоящему магнетическим. И, конечно же, не примените полюбоваться итальянским искусством. Местные скульпторы – это оживший в камне шелк. Кажется, коснись этой холодной поверхности и почувствуешь тепло человеческого тела. Итальянская живопись впечатляет не меньше. Это бесконечные залы, залитые светом и золотом.
Но весь этот художественный покой разбивается вдребезги у входа в зал с Моной Лизой. Здесь вы встретите самую плотную толпу в мире и лес селфи-палок. Ирония в том, что прямо за спинами этой толпы висит гигантский шедевр Веронезе – «Брак в Кане Галилейской». Но на фоне маленькой Лизы он словно становится невидимкой. Весь зал упорно стоит к нему спиной. И честно скажу, обойти Лувр за один день невозможно. Это как съесть весь торт сразу. Слишком много слоев. Лучше выбрать пару отделов и сосредоточиться на них. Античность, египетские залы или, к примеру, зал Леонардо да Винчи. Но про него я, правда, уже достаточно много рассказывала, когда мы посещали Милан. Пока моя нотная половинка меня пытается съесть гигантский торт мирового искусства, я выбрала вариант для тех, кто предпочитает десерт на свежем воздухе. Гулять у пирамиды Лувра – это тоже, знаете ли, весьма эстетическое удовольствие. Вокруг возвышаются величественные здания, а сама пирамида создает такие невероятные ракурсы, что кажется, будто каждое второе фото здесь – готовая обложка для журнала. Атмосфера на площади потрясающая. Здесь всегда кипит жизнь, а футуристический вид пирамиды на фоне старинного дворца притягивает творческих людей со всего мира. Не удивляйтесь, если увидите здесь музыкальную команду или танцевальную труппу. На этой площади часто снимают клипы или проводят модные фотосессии. Но если захочется сменить классику на что-то более дерзкое, достаточно сделать буквально пару шагов в сторону. Мы направляемся к дворцу Пале-Рояль, во дворе которого притаилось современное искусство под открытым небом, знаменитые колонны Бюрена. Эти черно-белые полосатые столбики разной высоты выглядят как декорации к фильму и уже давно стали одним из самых узнаваемых символов Нового Парижа. Здесь можно не только сделать крутые кадры, но и просто передохнуть, устроившись на одной из колонн. Нет, это не пенечки. И это не незаконченное строительство. Это французское искусство. И знаете, что самое удивительное? Эту сказку построили не на пустом месте. Трудно поверить, но до прихода художника этот роскошный двор использовали самым варварским способом. Раньше на месте инсталляции была обычная парковка. Представляете? Так что эти колонны хоть и спорные, но все же намного красивее, чем припаркованные автомобили. А прямо в саду Пале-Рояль есть место для тех, кто хочет быть в тренде. Вдруг после современного искусства вы захотите продолжить утро чем-то более стильным и модным, то вам дорога в кафе Кицуне. Это уже не классика старого Парижа, а новое лицо города, смесь моды, музыки и кофе. Кофе здесь стоит внушительные 4 евро, но стаканчик с лисой – это пропуск в мир парижских модников. А какие тут вкусные круассаны, пальчики оближете. Подумаешь, кофе в картонном стаканчике с лисой. Для тех, чьи амбиции не ограничиваются красивым фото в сторис, у меня есть вариант посерьезней. Пока ты тратишь время на этот модный фастфуд, я приглашаю вас туда, где кофепитие превращается в настоящее путешествие на машине времени. Добро пожаловать в Le Train Bleu, легендарный синий экспресс на Лионском вокзале. Вот это я понимаю роскошь. Этот ресторан открыли специально к Всемирной выставке 1900 года президентом Франции. Задача была одна – ошеломить туристов с первого шага. Интерьер здесь круче, чем во многих дворцах. 11-метровые потолки, позолота и 41 огромная фреска с видами городов, куда отправлялись поезда. Здесь любили обедать Коко Шанель, Сальвадор Дали и Бриджит Бардо, а Люк Бессон снимал здесь свою знаменитую сцену из фильма «Никита».
Полноценный ужин бюджетный путешественник позволить здесь, конечно же, не сможет. Но вот заказать кофе или простенький коктейльчик в местном лобби-баре и тем самым получить пропуск в мир всей этой красоты запросто. Вот же, неудачница, одним кофе сыт, знаете ли, не будешь. Я знаю местечко, где можно поужинать, погрузившись в эстетику железнодорожных странствий прошлого века, и при этом уложиться в вполне разумный бюджет. Да, дорогущих люстр, как в «Синем экспрессе», там нет, но этот винтажный антураж и дух великих открытий здесь чувствуется ничуть не хуже. Дамы и господа, двери закрываются. Следующая станция – Париж. Нет, я не сошла с ума. И мы действительно находимся в вагоне поезда. Но не простом вагоне. Это вагон того самого легендарного Восточного экспресса. И этот вагон в 1920 году был поднят с помощью крана с железнодорожных путей сюда, рядышком к жилым домам, и в нем оборудовали уникальнейший ресторан, как по мне. И почему бы не прийти и почувствовать атмосферу, я уже говорила, легендарного Восточного экспресса. Звучит как городская байка, правда? Но стоит выйти на улицу и немного отойти от ресторана, как понимаешь, это был настоящий архитектурный тетрис. Вы только посмотрите, как его туда вписали в здание. То есть это там оставили это пространство, потому что дом, который рядом, явно построили позднее того момента, когда подняли этот вагон туда. И вот реально такой себе вагон, который стоит вот так вот и создает такую нереальную атмосферу. Ну, как бы, да, тут видно, что вот с рельс его сняли и вот туда вписали. Ну, блин. Я считаю, место очень достойное. Но самое удивительное происходит, когда ты переступаешь порог. Гул парижских улиц мгновенно стихает, и ты оказываешься в уютном купе, где время замерло где-то в начале прошлого века. И если снаружи это инженерное чудо, то внутри это прежде всего про домашний уют и невероятные ароматы, которые доносятся из крохотной кухни в конце вагона. Сопротивляться им просто невозможно, поэтому откладываем путеводители в сторону и приступаем к главному блюду. Хрустящая курочка. Нежнейшая. Очень рекомендую. Основной поставщик продуктов в ресторане находится на Корсике. И у меня курочка по-корсикански. Корсика – это тот остров, который находится рядом с Сардинией. А выпуск про Сардинию у меня уже на канале был. Я думаю, вы видели. Курочка зачетная. Я целый день не ела. Я бегала по всем достопримечательностям. Я ножки стерла. У меня куча мозолей. Но есть хочу. И пить. И если бы кто-то знал, как я устала. Но мне все нравится. И курочка в том числе. И я считаю место очень достойное. Цены здесь средние. Простенький бюджетный ужин можно уложить в завидные 20 евро, а атмосфера на 1 миллион. Нет, ну это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Я тут, значит, только кофейком перебиваюсь, а у нее полноценный ужин. Сейчас будем это исправлять. Я тоже знаю в Париже недорогие заведения, причем с куда более оригинальной и веселой атмосферой. Например, ресторан Le Refuge de Fondue. Здесь всегда весело, всегда очередь и очень тесно.
Хочешь, не хочешь, а в такой тесной компании начинаешь знакомиться с людьми и приобретаешь новые знакомства. No, but like if you Начнем с дизайна. Его здесь просто нет. Маленькое тесное помещение с черными стенами и потолками, которые усердно расписаны странными заклинаниями, оставленными здесь явно какими-то вандалами. Здесь нет стульев и традиционных отдельных столов. Гости попадают сюда по предварительной записи, затем их всех рассаживают на лавочке вдоль стен, после чего двери в заведение закрываются. И когда ты сидишь плечом к плечу с незнакомцем, первый вопрос, который возникает у всех: мы что, в детском саду? Откуда взялись столь дивные бокалы для напитков? Весь вечер меня мучила мысль, почему бутылочки, откуда пошла эта идея. И администратор рассказала, что это семейное заведение, и ранее им владела ее мама. И почему бутылочки, объяснила таким образом, что, как вы видите, заведение очень маленькое, и все гости сидят достаточно плотно друг к другу. И когда вино подавали в классическом варианте в бокале, вся посуда билась. И изобретательная мама нашла такой вариант, который проверен на детях. Бутылочка не разливается, бьется реже, хоть и стеклянная. И плюс это привлекает внимание и ажиотаж. Мест нет, полная посадка. Бронировать нужно заранее. И то это будет сложно. Чиз. Но расслабляться с бутылочкой некогда. Тут действует правило: хочешь вкусно поесть – работай. Основное блюдо в заведении – это вкуснющее сырное фондю. А французы, понимаете ли, знают толк в хорошем сыре и как его правильно готовить. Это нужно все время помешивать, чтобы оно не пригорело. Поэтому я сегодня не как в ресторане, а как у себя на кухне, в процессе приготовления пищи. Это очень весело и стоит всего 29 евро за полный набор с французским вином, фондю, ассорти закусок и десертом. Это суфле карамельное. Невероятно легкое, воздушное и с той самой идеальной золотистой корочкой. Фантастика. В конце ужина вам торжественно вручают маркер, чтобы вы могли присоединиться к этой веселой традиции и оставить какое-то мудрое послание будущим поколениям. Как бы сказал Луи, какой там, 12-й, 14-й, 16-й, не помню, на коня. После такого ужина чувствуешь себя шариком. Кажется, я съела свой годовой запас сыра. Чтобы не превратиться в фондю окончательно, мне срочно нужна прогулка, и желательно с эпичным видом. Я отправилась на мост Бир-Хоккейн. Это место стало культовым после фильма «Начало» с Ди Каприо. Помните, где зеркала двигались и мир переворачивался? Это здесь. У моста 2 уровня. Сверху грохочут поезда метро, а снизу гуляют романтики. Во время своих поездок в Париж часто выбираюсь на этот мост. И каждый раз встречаю здесь фотографов, девушек в модельных платьях и даже свадебные процессии. Что лучше всяких слов говорит о том, что это одна из лучших фотоплощадок города. Но это все днем, а вечером отсюда открывается лучший вид на главное шоу Парижа. Ровно в начале каждого часа Эйфелева башня начинает мерцать тысячами огней. Стоять здесь над Сеной и смотреть на это сияние – идеальный, спокойный и абсолютно бесплатный финал нашего безумного дня в Париже. Смотреть на огни издалека может каждый. Я же придумала кое-что поинтереснее – взглянуть на эту иллюминацию изнутри. Только моя прогулка по сжиганию калорий будет не классической горизонтальной, а вертикальной. Мы будем карабкаться на железную леди пешком. Ну и пока мы считаем эти бесконечные ступени, вспомним пару интересненьких фактов про нее. Знаете ли вы, что в начале своего пути эту башню ненавидели буквально все парижане?
Писатель Ги де Мопассан регулярно обедал в ресторане на башне только потому, что это было единственное место в Париже, откуда ее не было видно. А еще один мошенник, Виктор Люстик, умудрился дважды продать Эйфелеву башню на металлолом. К счастью для нас, покупатели так и не приехали за товаром. А для тех, кто дошел, здесь ждет маленький приятный бонус. Ну вот, добрались. Второй этаж. Вид отсюда на миллион, а вот цена копеечная. Билет на лестницу – самый дешевый способ попасть на башню. Он стоит всего 14 евро. Тяжеловастенько, конечно, но с другой стороны, это значительно дешевле, чем подъем на лифте. К тому же вечер – это время низкого спроса. Если вы, как и я, не купили билеты за 2 месяца и хотите обзавестись бюджетным пропуском в последний момент, то пеший подъем ночью – это фактически ваш единственный шанс. Очередей нет, толпы нет, прохладно, а город светится, как новогодняя елка. Ну а если сюда прийти в правильное время, то вы получите очень приятный бонус. Легендарное вечернее свечение башни – это мое самое любимое зрелище в Париже. Железная леди, конечно, всегда прекрасна, но когда она примеряет на себя эти магические огни, то выглядит и вовсе божественно. А еще вечернее свечение наглядно подсказывает нам, что прекрасный день в Париже, к сожалению, подошел к концу. В бюджет 100 евро мы, как видите, уложились. День был прекрасным, но нам пора вновь телепортироваться, чтобы подвести итоги путешествия. Ну что, подруга, давай вместе финалочку запишем, подсчитаем все. Не-не-не, ты эту кашу заварила, тебе и разгребать. А я купаться. Адьос. Вот так всегда. Только попрошу не воспринимать это видео слишком буквально. Нет, на самом деле все цены и локации, указанные мной, вполне реальные. А вот все, что касается телепортации и тем более клонирования, это, конечно, магия монтажа. Моей целью было не ввести вас в заблуждение, а скорее в веселой форме презентовать набор локаций и лайфхаков, которые подойдут экономному туристу. Какие из них выбрать, решать вам. Ведь Париж у каждого свой. Ну а если город вас заинтересовал и вы хотели бы увидеть реальный подробный маршрут по Парижу, то ставьте лайки и колокольчик и скорее подписывайтесь на мой канал. Там я уже подготовила для вас большой, мега полезный обзор Парижа. Спасибо за просмотр и увидимся в новых приключениях.